чем вообще сила этого места. Перми как не города с миллионом населения, а Перми как земли, как древней такой вот огромной территории перекрестка, где шли люди с севера на запад, с юга на восток, где течет великая река Кама, вбирающая в себя огромные там потоки воды. И как в этом как бы кластере истории и событий собирается и вечность, и время, и пространство, и люди. Мы стали создавать это культурное пространство, чтобы можно было жить самим и себе подобным. А возникло несколько интересных векторов, которые в течение последующего времени, около 20 лет, мы активно развиваем. И один из этих векторов – это как раз культурное пространство Камвы. Этот проект, он известен сейчас больше как Международный фестиваль современных этнических культур, был задуман и был рожден в 2006 году. На самом деле деятельность Камвы – это не только фестивальная работа, это изучение истории и мифологии Древней Перми и создание вот этого современного культурного пространства Перми нашего времени. В этом проекты Камва, безусловно, являются прогрессивными, в каком-то, наверное, даже ключе независимыми. Вокруг Перми очень много разных тайн, загадок, мистических, различных таких вот научных и ненаучных знаний. И понятно, что эта история, она уходит в глубину не только веков, но тысячелетий, миллионов лет, один пермский период, что стоит. И на сегодняшний момент, да, артефакты, с которыми мы иногда сталкиваемся на уровне даже такой обывательской среды, говорит о том, что существует 250-300 миллионов лет пермского периода, и мы находимся вот на этом изломе, на определенной тектонике Земли, и Уральские горы, и реки, и вообще вот эта вот глобальная такая география Пермского края, конечно, она в себе несет огромные недра и ресурсы. А если мы говорим о непосредственно материальном наследии древних цивилизаций и древних народов, то, конечно, мы сталкиваемся с таким явлением, как чудь. И та мифология, которая сквозь века до нас доходит через пермский звериный стиль, через какие-то странные легенды о древних народах, не только чудских, конечно, заставляет современного человека более внимательно и аккуратно относиться к тому месту и непосредственно к тем ценностям, которые мы сопровождаем и имеем здесь на уровне энергии, на уровне соприкосновения. Если говорить о людях, о племенах, именно человеческом населении Перми Великой, земли пермской, то, конечно, это такая очень интересная палитра, в которой древние поселения, первые люди жили много тысячелетий назад и до сих пор находятся в состоянии как бы изучения древние городища и древние такие страны, которые здесь находились. Самый, наверное, изученный пласт и живой, с живыми традициями и с интересными вот современными мифами, это, конечно, финно-угорское население, которое здесь проживает уже не один век, и расселялось оно, опять же, по берегам рек, и появилось здесь в первую очередь во времена гонения христианства, когда искались более независимые места проживания, и так здесь расселились и удмурты, и марийцы, а древнее население, которое впоследствии стало
таким пермяцким населением, там местные аборигены. Конечно, они освоили территорию, и их присутствие во многом формировало такое языческое прочтение этой земли. Языческое не на уровне поклонения, религии, а на уровне как бы принятия законов природы, законов мироздания. Одна из загадок современного мифа, как в одних и тех же изображениях прослеживается мифология и божественные представители там майянской культуры и чудской культуры. И индейцы, которые приезжали на фестиваль Камва, неоднократно удивлялись, как их боги могли оказаться на предметах пермского звериного стиля. Вот. Что касается финно-угорской культуры, то, конечно, Камва в 2006 году взяла этот код, состоящий из двух финно-угорских древних слов «кам» – человек, шаман и «ва-вода», и соединила вот в такое звучание, при том, что название Камва – это одно из таких мифологических названий реки Кама. И уникальность этой почвы в том, что вот в таком большом пермском мире, в котором более 130 национальностей, такой толерантный, в принципе, доброжелательный мир Пермского края воспринял идею этнофутуризма, рожденные на финно-угорской земле, и, наверное, это стало вот таким прекрасным поводом развивать этнофутуристический проект здесь. И смысл с течением времени стал таким, что мы стали привозить сюда различные культурные проекты из разных регионов, стран и континентов, и знакомить с культурой вот этих разных народов, пермяков. Понятно, что смысл в том был, чтобы через знакомство с чужой культурой вызвать интерес к своей собственной и, быть может, импортировать в том числе пермскую культуру, уникальные пермские проекты за пределами нашего региона и страны, дабы познакомить с какими-то уникальными творческими явлениями. За, наверное, вот десятилетнюю активную деятельность в области культурного менеджмента мы заявили на уровне стартапов несколько проектов. Один из них интересный проект под названием «Пермия Бестия». Это осмысление молодых дизайнеров. Вот это вот явление бестиария, по примеру средневековых каталогов фантастических тварей, дизайнеры изучают пермский звериный стиль глазами художника 21 века. И если углубляться, опять же, в мифологию древней чуди, то у пермского звериного стиля было несколько таких вот волн, которые проявлялись и создавали миру новые сюжеты. И существует давно уже вопрос, может быть, чуть она стоит перед новым каким-то явлением, проявлением, и будет ли новая волна пермского звериного стиля со своими загадками и со своим шифром. Быть может, мы находимся как раз в тот момент, что чуть и пермский звериный стиль расскажет миру о новых загадках. Новая мифология для нас – это в первую очередь такая почва для художников, музыкантов и исследователей, которые опираются на материальную историю, культуру, и более фантазийно и свободно позволяют себе конструировать вот этот новый миф, делая его интересным в первую очередь нашему ближнему пространству. Один из проектов, который активно продвигает Камва уже с 2013 года, это проект «Пермская волна», фестиваль современной электронной музыки. И для пермского
пространство, наверное, это особенно важно. Такие длинные истории, которые рождаются здесь и презентуют, ну, как бы вот в данном случае современную музыку, и инди-музыку, там, музыку там, экспериментальную, электронную, приглашая на подиум, музыкальный подиум, как бы современные группы исполнителей.